Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я хочу рассказать о моей новой идее, чем я хочу заняться в ближайшие летние дни. Ну и начало осени также, надеюсь, захвачу. Пока стоит хорошая погода, я хочу поучаствовать в ярмарках рукодельниц. Ярмарки продажи у нас проводятся в городском детском парке каждые выходные. Такие ярмарки. Рукодельница, мастерица выставляет свои изделия на продажу. И я хочу попробовать также себя в такой деятельности. Не знаю, что из этого получится, но пока только у меня идет подготовка к таким мероприятиям. Не знаю, как быстро я приготовлюсь. Я такой человек, что мне нужно, чтобы все у меня было на высшем уровне. Просто так с бухты-барахты я, конечно же, выйти не смогу. Надо, чтобы все у меня было красиво оформлено, витрина, там этикеточки, все подобрать. Ну, чем сейчас я практически в последнее время только и занимаюсь. Ладно, сначала расскажу, что я связала вот за эти последние 5 дней. Я выкладывала свое видео 5 дней назад, и вот с того времени, что я успела навязать. Теперь моя вся деятельность нацелена на подготовку к ярмарке. Но это пока летние дни, теплая погода, и то не знаю, какая будет погода в субботу, смогу ли я выйти. Но сегодня у нас уже пятница, завтра я думаю, но у меня под сомнением, выходить, не выходить. Хотя с организатором я уже договорилась, вроде бы как меня ждут. Там нужно свой стол поставить, но это я попозже расскажу и покажу, что у меня на данном этапе получается. Но это, конечно же, не конечный результат. Итак, насмотревшись разных видео на YouTube про ярмарки, я сделала такой вывод, что большим спросом пользуются брелочки. Но мы понимаем, конечно, по какой причине, из-за их невысокой стоимости. И вот я навязала вот таких совушек, но пока не сделала им глазки. Вот еще не придумала как. На безопасном креплении глазки, мне кажется, здесь они слишком крупные, но это и не нужны они, эти глазки. Здесь бусинки пришить, бисеринки, это очень маленькие, надо побольше глазки. Все-таки эта сова должна быть пучеглазая. Вот на одной, на маленькой самой, видите, они у меня разного размера еще. Пришила пайетки, а сверху бисеринку. Но мне как-то такой вариант вот не очень нравится. Я эти глазки отпарю и, наверное, вырежу кружочки из белого фетра и сверху или приклею полубусинку, или бисеринку пришью. Вот, наверное, такой вариант я попробую. Сделала подвесочки, чтобы можно было их крепить там на рюкзачок, на сумочку, на ключики. Ну, это кто куда как. И вот видите, какие они пестренькие. Вязала по мастер-классу. По-моему, игрушки от Ксюшки называется канал. Так, у меня пока 5 таких совушек, все в разном цвете. Автор предлагает глазки сделать очки, такие игрушечные, но они дорогие, и я считаю, это нецелесообразно для ярмарки. Это удорожает мой продукт, поэтому я просто буду более выгодные варианты искать. Так, далее вот такие гуси-обнимуси, сейчас популярные у ребятишек. Связала в 2 вариантах, один из акрила, а другой из Alize Soft. Такой приятный, мягкий, нежный гусик, но они у меня связаны по разным мастер-классам. Тут и лапки совсем другие, и клювик пришивается отдельно. Хотя вот этот я сделала сборный из нескольких мастер-классов. Также на свое усмотрение. Лапки пушистенькие. Такой он приятный, нежный. Эти все мастер-классы в свободном доступе. Вязала крючком 3,5 миллиметра. И длина их у меня получается вот этот 16 сантиметров. Вот этот побольше. Ну, почти 20 даже, наверное, больше. Ну и вот этот такой же, как первый. Вот эти 2 одинаковых братика. Их быстро вязать. Единственное, что, конечно, надо приноровиться. Я никогда не вязала из этой пряжи. И
плохо просматриваются столбики, и надо как-то нащупывать их. Вязала на ощупь. Так что вот таких 3 гуся обнимусь у меня готовы. Цены еще не знаю, буду определяться позже. Так, далее связала вот такие маленькие машинки. Брелочки, но карабинчики пока я к ним еще не прицепила. Сейчас пойду на Wildberries их получать, заказала, вот они уже приехали, и их быстренько прикреплю. Вот такие брелочки у меня. Они маленькие, вот именно на ключики или на рюкзачок куда-то. Мне кажется, и мальчикам, и девочкам будут такие брелочки интересны. Вот по донышку они 7 сантиметров, в высоту 4 сантиметра. Здесь пуговички вместо колес пластмассовые. Все вышито. И бампер, и фары, и задние габариты, и номер. Все у меня тут как положено. И связала сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук пока. Ну, не знаю, может быть, еще подвяжу. Посмотрю, как они будут продаваться. Их вязать быстро. Пряжи требуется не так много, немножечко синтепона. Вот такие брелочки у меня готовы. Так, это все я вязала вот недавно. И вот такого пупсика связала. Он маленький, шапочка снимается. Вот такой он хорошенький. Яблочко с листочком. Такая фрутти, мадам или мадемуазель. Маленький такой пупсик хорошенький. Он маленький, но вязать его не сказала бы, что быстро. Так вот, до макушечки, ну, примерно 11 сантиметров. Тоненькие ручки, ножки. Хочется, конечно, связать ему люлечку, сшить туда подушку, одеялко, матрасик. Но пока так, пусть поедет со мной. Ну, может быть, успею и люлечку сделать. Не знаю, как быстро я выйду на ярмарку. Если завтра, то, конечно, люлечку я уже не успею сделать. Мне надо и пряжу будет купить тогда, трикотажную. Вот такой маленький пупсик связался. Там целая серия разные. Там и слива, и вишенка, и груша. Ну, вяжи да вяжи. Это связано по мастер-классу на французском языке. Я переводила в переводчике там методом проб и ошибок. Ну, связался такой у меня пупсик. Все получилось. Но хочу связать целую серию. Но вязать их не так быстро, поэтому буду смотреть, как он пользуется спросом, не пользуется. Дешево за 100 рублей, конечно, его продать не смогу. Смогу, конечно, но не хочу. Все-таки очень трудозатратная игрушка. Вот. Ну, посмотрим. Может быть, и в лотерею в какую-нибудь разыграю. Сейчас я чувствую, я тут понаговорю, что у меня столько задумок и идей, что все не перечесть. Так, такой пупсик. Этих пока я уберу совушек. Так, начала вязать вот такого котика. Но он такой большой получится. Это только голова. Но я связала лапки, хвостик. И нижние лапки, и верхние. Так, все. И туловище начала вязать. Но пряжи у меня одного мотка не хватило. Сейчас пойду в магазин, куплю еще один моток. Такие игрушки, я знаю, покупают не так часто. Все-таки уже цена будет повыше. Тут и синтепона побольше. Хотя вязать его вот намного быстрее, чем вот этого пупсика. Я даже сама не ожидала. Вяжу первый раз из такой пряжи. Раз, два, три, голова готова. Раз, два, три, ушко готово. Очень быстро вяжется. Единственное, что пряжа, затраты, ну, дорогая. Тем более одного мотка еще не хватает. В магазине пряжа подороже. Если я затянусь этой работой своей ярмарочной, то я, конечно же, пряжу буду покупать на базе пряжной. Так, котика, я не знаю, успею к завтрашнему. Ну, успею, конечно, что тут мне осталось только связать верхняя часть туловища, это очень быстро, и собрать. Ножки там уже сшиты, пришить ручки-ножки. Да, я его доделаю сегодня. Надо только сбегать в магазин за пряжей. А так симпатичный такой, симпатулька. Котик-басик. Ушки у меня еще не пришиты. Вот я их приколола иголочками. Но наживила посмотреть, как он будет смотреться, мордашка. Утяжечку уже сделала, глазок. Хорошенький котик. Мне прям он очень нравится.
Вот, ну давайте сейчас перейдем к моей витрине, что я тут построила у себя. Пока у меня репетиция, я же все-таки не могу тратить время приехать в парк и там тренироваться, пробовать, как мне лучше разложить свой товар. Поэтому я хочу дома как-то присмотреться, как лучше все представить, чтобы все было видно, доступно. Ну, давайте перейдем. Приглашаю вас к моей витрине. Итак, вот пока что моя импровизированная витрина. Ну, точнее, не импровизированная, а это и будет моей витриной. Что я для этого приспособила? Так, парогенератор там. Это туристический стол, он большой, ножки у него также поднимаются вверх, такой высокий, прям до середины бедра. Состоит из двух частей, вот я его разложила. В комплект входили 4 стульчика маленьких, легких, алюминиевых. Ну, конечно же, я их выложила, они мне не нужны, я на них не смогу просидеть целый день. Возьму такие стулья удобные, со спинкой, с подлокотниками. У меня есть защитного цвета. Мне будет помогать первый раз моя дочь. Вот возьму 2 стула таких. Буду на них удобно сидеть, вязать. А Полина будет помогать мне продавать. Ну, посмотрим, как дело пойдет. Так, накрыла его белой скатертью. Эта скатерть у меня из Икеи. И требования организатора, чтобы все столы были одинаковые, чтобы была белая скатерть, закрыт стол со всех, с 3 сторон, по крайней мере, с бокового, вот с торца, с лицевой стороны и с другого бока. Ну а где сидит продавец, там уже у меня и ткани не хватит, но немножечко там накрыта, ткань широкая. Но там будет лежать сумка, чемодан, с чем там я пойду, еще не знаю. Там я могу также пристегнуть полочку навесную, она к столу прилагается, и буду там пряжу, блокнотик хранить. Вот приготовила блокнотик. Буду записывать все свои продажи, чтобы не забыть ничего, что я там продала. Надеюсь, продаж будет много. А потом на вырученные деньги пойдем в ресторан. Так, ну это шутка. Так, вот купила конфетки. Хочу также маленькие леденцы насыпать в тарелочку, чтобы мои покупатели подходили, угощались. Так, но это пока черновик. Как я разложила, тут накидала, что это еще не конечный вариант. Посмотрю еще, как будет у меня лежать. Тут еще и не весь товар я достала, поэтому только начало. Итак, вот у меня корзиночка такая металлическая. В нее я сложила женские носочки. Наверное, тоже уложу их боком, чтобы они стояли не вверх вот так, а чтобы их было лучше видно. Я их положу. Вот сейчас смотрю свежим взглядом и уже замечаю, как можно сделать лучше свои ошибки. Так, дальше. Здесь я разложила вот так пачкой детские носочки по порядку, по размерам. А сюда на край стола повесила мужские большие размеры носочки. Они такие яркие, кажется, они как флажки висят и будут привлекать внимание. Вот, еще хочу украсить вот эту переднюю как бы часть стола и повешу на джутовую веревочку вот эти флажки, и у меня будет как гирлянда висеть. Вот так дугой. Мне кажется, это будет украшать мою витрину. Так, я пока положила коробочку вот с носочками. Помните, мы их вместе с вами упаковывали. Ну, это так, для красоты, для украшения витрины. Далее вот у меня идут салфетки нарядные, яркие. Тоже целая пачка. Но тут, чтобы опять к ним докопаться, нужно залезать и все вот так требушить. Надо тоже подумать, как разложить салфетки. Это, конечно, не очень удобно. И вторым ярусом у меня такая складная полочка. Я тут разложила воротнички взрослые. Вот если посмотреть, вот они, видно, что они лежат немножечко повыше. Вот эту салфетку мне надо красиво как-то расположить, еще не решила. Так, здесь у меня стоит маленький ловец, вот такое панно, тоже его надо как-то мне поставить более заметно. Ну, ловцы у меня будут отдельно стоять, они у меня большого диаметра. Я, наверное, их сложу в плетеную корзину, составлю или в какой-то деревянный ящик и поставлю рядом со столом на земле. У меня есть такая специальная подставочка на колесиках. Этот ящик можно будет крутить, вертеть и смотреть эти ловцы. Так, забыла сказать, что еще я связала вот недавно вот такую косыночку
из квадратов бабушкиных. Это мне дочь заказала в таких расцветках, и я вот одну связала, но буду еще вязать. Так, повесила их как качельки. Видите, какой у меня тут домик приспособлен. Он у меня еще, конечно, полупустой, но я его наполню. Так, и посадила зайчика. Вязала также его давно. Нашла вот у себя, он у меня лежит в корзине со всеми вязаными игрушками, как качельки. Вот он у меня качается, сидит на домике. Этот домик очень удобно, можно что-то много вокруг него повесить. Как, например, я вот здесь на окошко сделала скрепочку. И вот повесила своих совушек сюда. Брелочки. Вот эту мы с вами вязали вместе. Подвесочку. Так, вот этого тюленчика я вам показывала недавно. Эта корзинка у меня будет для мелких игрушечек. Тут может ребенок подойти, покопаться, поковыряться, что ему больше нравится. Лошадок мы с вами вязали. Вот этих двух мишек Тедди я уже сама вязала. Так, этот голову я сейчас положила, доделаю сюда, на верхнюю полку посажу этого кота. Так, вот эта игра крестики-нолики тоже мы с вами вязали вместе. Я их решила также выставить. Так, и сбоку стола, вот так, чтобы свисала, тоже как флажки, повесила косыночки разных цветов. Посмотрю тоже, как они будут расходиться. Будут ли пользоваться спросом или нет. Ну, вот эти два воротничка популярные, я их связала на заказ, они у меня отправятся. Это просто они у меня лежат. Я смотрю, как это все будет выглядеть в общем. Так, немножечко тут завернула не так. В общей картине, как все это будет смотреться. Так, ну вот так пока у меня что получается. Вот эту куколку мы с вами вязали, одну и вторую. Вторую сейчас мне нужно нарядить. Вся одежда для нее имеется. Башмачки, шапочка. Все, я также ее наряжу и поставлю, может быть, сюда рядом с тюленчиком, чтобы она у меня стояла, не лежала, а чтобы привлекала взгляды. Вот так с края стола я расставлю маленькие машинки. Они как будто едут по дороге, и мне кажется, дети будут проходить мимо и сразу обращать на них внимание. Как будто в пробке стоят на МКАДе. И вот детские воротнички также у меня отдельно рядом с косыночками. Так, еще мне надо сегодня купить полиэтиленовую пленку, чтобы укрыть витрину в случае дождя. Нужно приготовить какие-то мелкие деньги, сделать размен на сдачу. Но надо подумать, что еще завтра мне понадобится. Взять пряжу какую, чтобы также время не терять, а заниматься полезным делом. Я вам когда-то давно показывала все свои салфетки в наличии. Вот хочу выбрать какие более такие яркие. Сейчас пока лето. Также сложу их. И, может быть, кто-то и заинтересуется. Беретик можно. Сумочка у меня еще и в той стороне. Да, и сумочки есть, варежки. Но это пока я не буду. Слишком тоже загромождать, чтобы глаза разбегались. Я думаю, что это лишнее. Так, ну пока все. На данном этапе у меня больше ничего не готово. Сейчас мне нужно, значит, сходить получить карабинчики, доделать брелочки, чтобы у каждого была подвесочка своя. Так, довязать котика. Еще у меня очень много игрушек, не вязаных, а шитых. Но какие-то там недоделанные, какие-то сделаны, но нету одежды. Поэтому пока я их не буду показывать вам в следующей серии. Если вам будет интересно, пишите в комментариях, я покажу и другие игрушки. Так, но я думаю, достаточно для первого раза и такого ассортимента. Посмотрим, какая завтра еще будет погода. Сегодня вроде все замечательно, но очень жарко, но дождя нету. Вчера весь день лил дождь. Вот если будет завтра погода как вчера, то вряд ли на ярмарку я соберусь. Так, и башмачки, шапочка. Сейчас мы ее нарядим и также поставим. Так, вот такая красивая куколка. И башмачки наряжаем. Ну, все, пока вроде бы рассказала, что у меня готово. Если вам понравилось это видео,
ставьте большой пальчик вверх. Если вам интересен такой формат, интересно, что у меня получится из моей затеи, пишите комментарии. Я продолжу свой рассказ про мою ярмарочную деятельность, про мой опыт, какой я приобрету. Вот моя красавица еще сейчас будет готова. Всего вам самого доброго. До новых встреч!